Еще вчера вы были богатой наследницей с собственным трастовым фондом, и у вас в вашем банке была открыта безлимитная эстрогеновая кредитная линия. Биологический щит работал круглосуточно, прощал ошибки, гасил воспаление, перераспределял жир подальше от сердца. А сегодня вы проснулись и обнаружили, что ваши яичники объявили о банкротстве, гормональные счета заблокированы, а висцеральный жир ликвидирует остатки ваших активов. И это не временный сбой. Это дефолт. С этого момента вы больше не богатая наследница с золотой картой. Вы попаданец. Только не в мир драконов и магии, а в мир, где изменились законы физики вашего тела. Теперь вы в новой агрессивной реальности. И только от вас зависит, станете вы развалиной или владелицей нового биологического капитала. Добро пожаловать! Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 60 лет, и я прошла через все это. Поняла и приняла новые правила игры, сбросила 9 килограммов за 7 месяцев и вернула себе качество жизни. Я буду вашим проводником в этом новом биологическом мире. Объясню, что здесь происходит, за какие нарушения биология вас накажет, а за что, наоборот, вознаградит хорошим здоровьем, энергией и стройной фигурой. Итак, ваша гормональная корпорация терпит крах. Яичники – это ваши фабрики по производству женских половых гормонов, вырабатывавшие эстрогены – эстрадиол, эстрон, эстриол и прогестерон. Эстрадиол был вашим главным активом репродуктивного периода, а прогестерон – его надежным партнером по бизнесу. Вместе они держали женский тип фигуры, жир на бедрах, а не на животе, плотность костей, эластичность сосудов, качество кожи и волос. Теперь эстрадиол периодически уходит в запой, а прогестерон просто не выходит на работу. Эти нарушения трудовой дисциплины запускают цепочку банкротств. Нарушение цикла, приливы, бессонница, слабость, перепады настроения, постепенная потеря мышечной массы, снижение чувствительности тканей к инсулину и перераспределение жира по мужскому типу прямиком в живот. Но это только первая волна дефолта. К 40 годам в клетках накапливаются биологические изменения. И ваш базовый метаболизм, количество калорий, которые мы тратим в покое на поддержание жизни, начинает неуклонно падать. Эстрогеновая кредитная линия давала вам возможность получать маленькие радости жизни, вроде тортика и чипсов под сериальчик без серьезных последствий. А заблокированная карта вынуждает экономить. К 50 годам в покое вы сжигаете примерно 1200-1300 калорий в день, что на 150-200 калорий меньше, чем ваша молоденькая соседка по лестничной клетке. Бытовая активность прибавит к этому еще 200-300 калорий. Итого максимум 1600 калорий – это ваш дневной лимит. Если вы смотрели мое видео про скрытые калории, то вы уже знаете, что съесть мы можем намного больше этого, даже и не заметив. Но даже если не переедать, а просто продолжать питаться как раньше, вы неизбежно накопите профицит калорий, который осядет прежде всего в области живота и талии. Менопауза – это кризис банковской системы. Кто пережил 98 год, тот помнит, как в одночасье рассыпалась пирамида, образовались очереди желающих забрать свои деньги из банков, и банки стали закрываться один за другим. То же сейчас происходит и с вашей внутренней системой. Гормональная пирамида продолжает рушиться. Вырабатывается меньше гормона роста и тестостерона. Вместе с эстрадиолом эти гормоны поддерживали вашу мышечную массу. И теперь ваши мышцы буквально тают на глазах. Вы теряете от 3 до 8% мышц каждые 10 лет. А ведь мышцы не только сжигают жир, но и не дают вам упасть и сломать шейку бедра, например. Это называется неприятным словом саркопения. Те же движения теперь требуют больше усилий. Мозг замечает, энергия тратится неэкономно и начинает вас замедлять. Дофамина, который мотивировал вас двигаться, становится меньше. К замедлению базового метаболизма прибавляется снижение общей активности и тяга к вкусненькому. И вот уже лестница дается тяжелее, подъем из кресла требует усилий. Это замкнутый круг. Меньше движения, мышцы атрофируются быстрее, слабость нарастает, еще меньше движения. Ставьте лайк, если с вами это происходит. Это сигнал для алгоритмов, что тема важна. Пока вы пребываете в депрессии и растерянности, ваши активы продолжают падать. К 60 годам ваши внутренние органы, сердце, печень, почки, мозг могут потерять 10-20% объема. Именно они сжигают примерно 60-70 калорий в покое. Сердце стучит неравномерно, одышка при минимальной нагрузке, забываются слова, концентрация падает.
Это происходит у 80-90% женщин. Это прямые последствия разрушенного щита. И пока вы оправдываете изменения в теле и самочувствии возрастом, вы теряете даже то немногое, что могло бы у вас остаться. И здесь возникает парадокс. Вам запрещают единственное лекарство, которое действительно может вам помочь. Считается, что женщина в менопаузе должна замедлиться, ходить медленно и плавно, больше сидеть, не бегать, не прыгать, ходьбу предпочесть кардио. Буквально все вокруг будут держать вас за руки. Мама, муж, дети, друзья и даже, возможно, ваш лечащий врач. Максимум, что вам разрешат, это ходьба. Знали бы вы, какое сопротивление я преодолела, когда начала заниматься спортом. Все вокруг говорили мне: в твоем возрасте это уже нельзя, береги себя. Однако же исследования говорят прямо противоположное. Не надо замедляться, наоборот, надо двигаться больше. Физическая нагрузка в менопаузу, включая силовые тренировки, совершенно необходима. Это буквально рейдерский захват своего организма. Почти единственный доступный вам инструмент реструктуризации долга. Вы можете услышать на ютубе и даже от врачей, что кардио вредно, ни в коем случае повышает кортизол. Замените его ходьбой. Правда в том, что любая спортивная нагрузка обязательно временно повышает уровень кортизола. Это нормально, так и должно быть. Ничего страшного в этом нет. Тренировка – это контролируемый стресс, после которого организм восстанавливается лучше. Кардио – это прекрасно и полезно. Но если вы до этого не тренировались, входите в тренировочный режим постепенно. Следите за самочувствием и сердцебиением. Рассчитайте ваш правильный интервал пульса. Если почувствовали себя плохо, останавливайтесь, но не отказывайтесь. Вам обязательно скажут: замените гантели йогой. Тогда как силовые тренировки – это единственное доказанное эффективное средство от саркопении, решительно рекомендуемое женщинам в менопаузе. Не начинайте сразу с тяжелых гантелей. Начните с собственного веса или маленьких бутылочек с водой. Найдите в ютубе тренировки от профессиональных фитнес-тренеров. Спасайте ваши мышцы. Посильные физические нагрузки и белок решают большое количество менопаузальных проблем. И под посильными физическими нагрузками я имею в виду не сообразно возрасту, а сообразно вашей тренированности. Ходить тоже полезно. Любое движение лучше, чем его отсутствие. Будет улучшаться физическая форма, можно будет увеличить нагрузки и еще улучшить свою физическую форму. Поделитесь этим видео с подругами, чей банк тоже под угрозой. Не переключайтесь, мы переходим к самому опасному теневому игроку вашей гормональной корпорации. Пока вы думаете, стоит ли начинать, ваше тело пытается компенсировать нехватку эстрадиола, производя другой эстроген – эстрон. Фактически, единственные активы, которые у вас остались – это эстрон, тестостерон и сильно уменьшившийся в количестве гормон роста. Они худо-бедно защищают ваши сосуды и кости. Эстрон вырабатывается подкожной жировой тканью. Некоторые эксперты и даже врачи советуют набирать вес в менопаузу. Не до ожирения, конечно, но прибавить килограммов 10. Потому что чем больше жира, тем больше эстрона. И в этом есть доля правды. У худощавых женщин выше риск остеопороза, а приливы могут быть интенсивнее. Но идти по пути целенаправленного накопления жира ради эстрона – это все равно, что брать в долг у мафии. Эффективнее всего эстрон вырабатывает висцеральный жир. Жир вокруг внутренних органов, именно поэтому он так охотно накапливается в менопаузе. Висцеральный жир – это фабрика системного воспаления. И чем его больше, тем выше риски инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых заболеваний и, к сожалению, некоторых видов рака. У худых женщин необходимый нам эстрон все равно вырабатывается, просто в меньших количествах. И у них в среднем меньше проблем с суставами, кожей, медленнее теряется мышечная масса, больше энергии, меньше тяжесть, легче просыпаться, лучше чувствительность тканей к инсулину. Точнее всего, наличие висцерального жира определяет МРТ, но и в домашних условиях тоже можно оценить риски. Измерение талии посередине между ребрами и подвздошной костью может дать достаточно точный ответ. Талия от 88 см и выше практически гарантирует наличие этого самого кортизолового или менопаузального живота.
Интересный факт, о котором почему-то мало говорят. Количество висцерального жира сильно зависит от общего веса, типа фигуры и образа жизни. Тип фигуры яблока накапливает больше висцерального жира, чем другие типы. А вот счастливице с фигурами груши и песочные часы повезло больше. При нормальном весе подкожный жир в области бедер и ягодиц будет в какой-то мере защищать их от сердечно-сосудистых заболеваний. Гарантия, конечно, но риск существенно ниже, и это доказано. Но только до тех пор, пока вы не накопили лишний жир. Вес напрямую коррелирует с количеством висцерального жира. Правда в том, что нормальный индекс массы тела от 18,5 до 25 защищает в менопаузе от многих проблем, несмотря на все менопаузальные приколы. Но очень низкий вес – это когда разница между ростом и весом больше 115. Либо слишком высокий, наоборот, увеличивает проблемы. Но какая бы фигура у вас ни была, не надо пугаться. Давайте раз и навсегда развенчаем миф, что от висцерального жира трудно избавиться. Это неправда. Висцеральный жир уходит вместе с подкожным и даже быстрее, потому что он метаболически более активен. Если вы худеете, а выпирающий животик вас не покидает, это подкожный жир, собранный гормонами в область живота. Стратегический запас, охраняемый организмом. Вот он уходит с трудом. Но при чем тут вообще кортизол и как избавиться от этого опасного скопления? Дело в том, что скачки эстрогена в менопаузе сбивают внутренние механизмы, которые управляют стрессом. И кортизол может остаться высоким к вечеру, хотя в норме должен падать. Из-за этого, а еще из-за приливов, вы плохо спите, а из-за плохого сна поднимается кортизол. Стресс провоцирует переедание, жир накапливается в области живота. Кортизол усиливает накопление висцерального жира. Висцеральный жир производит воспалительные вещества, которые поддерживают высокий уровень стресса в организме. Высокий кортизол – это замкнутый круг. Но не неизбежный. Примерно у 60% женщин проблем с кортизолом нет. А посильные физические нагрузки вместе с правильным питанием разрывают этот круг. Снижают кортизол, улучшают сон и способствуют снижению веса. А значит, и уменьшению количества висцерального жира. Заменять тренировки ходьбой не надо. А вот пройтись перед сном, чтобы немного снизить уровень кортизола, очень полезно. Напишите, что помогает именно вам уснуть, когда кортизоловые качели не дают покоя. Ваши советы могут стать спасательным кругом для других. Я еще не убедила вас, что менопауза – самый правильный момент, чтобы начать худеть. Тогда мы решительно беремся развенчать миф, который служит нам индульгенцией для бездействия. Всем известно, что инсулинорезистентность – главный враг менопаузы, непреодолимый барьер для похудения. А так ли это? Нет, не так. Многочисленные исследования показывают, что менопауза повышает риск, но не делает инсулинорезистентность неизбежной. Инсулинорезистентность – это шкала, а не переключатель есть-нет. В разных исследованиях от 25 до 60% женщин в менопаузе продемонстрировали хорошую чувствительность тканей к инсулину. И главное, с уменьшением веса чувствительность к инсулину улучшается. И это доказано многочисленными рандомизированными контролируемыми исследованиями. Так что менопауза не равно инсулинорезистентность. И миф о том, что при инсулинорезистентности невозможно сбросить вес, мы тоже решительно отвергаем, опираясь на исследования. Инсулинорезистентность требует большего дефицита калорий, но не блокирует возможность похудеть. Все тот же белок вместе с нормальным режимом питания и физической нагрузкой способствует похудению. Как говорится, нет безвыходных положений. Есть выход, который нам не нравится, потому что он требует усилий. Вместо того, чтобы слушать успокоительные сказки про разные страшные препятствия, мешающие нам похудеть в менопаузу, оправдывающие наше бездействие, пока организм разрушается, может быть, пора начать действовать? Подписывайтесь на канал, чтобы вступить в клуб женщин, возвращающих себе свое состояние. Здесь мы проводим полный аудит системы, разоблачаем вредные мифы и разбираем полезные лайфхаки. Итак, что же делать обанкротившейся наследнице с заблокированной картой? Чтобы не остаться у разбитого корыта с расплывшейся фигурой, хронической усталостью и туманом в голове. Строить новую корпорацию на обломках старой. Менопауза не приговор и не конец игры. Это смена правил.
И последний миф, который нужно уничтожить прямо сейчас. В менопаузе прежние способы похудения не работают. Работают, и еще как. Всего 2 рычага: меньше есть и больше двигаться. Я бы сказала, правильно есть и больше двигаться. Всего 2 рычага, которые гарантированно работают. А остальное – белый шум. Не ждите, пока система рухнет окончательно. Это ваш шанс взять контроль над собственной жизнью. В следующей серии разбор продуктовой корзины, которые не позволят вашим акциям упасть. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. До встречи!